В предыдущих интервью мы уже обсуждали мои опыты с инопланетным контактом, особенно с группой сущностей, выглядевших как люди и утверждавших, что пришли из системы Альфа Центавра. Эмери, повторяю, как мы обсуждали здесь вами в других интервью, эти существа уже были известны моим предкам в Перу, людям гор, пастухам, фермерам. Когда они видели, как с гор появляются высокие похожие на людей существа, они называли их апунианцами, поскольку коренное название горы в Перу было Апу. На древнем языке кечуа Апу означает «защитник» или «властелин». На этот раз мне бы хотелось поделиться чем-то большим, чем это, очень личными опытами, связанными с историей контакта и случившимися со мной, так как для меня все началось много лет назад. Возможно, мое свидетельство окажется полезным тем, кто следил за моей работой и кто прямо сейчас смотрит нас на студии Гая. Я убежден, что те, кто подтверждает, что мы поддерживаем контакт с этими существами, считают, что мы переживали чудесные и необъяснимые опыты с самого детства. Помню, когда я был совсем маленьким, мне снилось, что я выхожу из спальни и иду через гостиную дома к выходу, пробираясь среди мебели. Я сажусь на диван, снова встаю и брожу по дому. Тогда я говорил себе, вот это да, должно быть я лунатик. Гуляя, я проснулся. Я решил вернуться в свою спальню, лечь и снова уснуть. Я был маленьким мальчиком, поэтому очень испугался, когда на пути в спальню увидел себя все еще спящим. Через минуту я проснулся в своей постели в своем теле, очень расстроенным и напуганным пережитым ночным кошмаром. Затем феномен произошел снова, я проснулся в пижаме в саду вне дома, но все двери, ведущие из дома наружу, были закрыты. Я заинтересовался, как же я тогда оказался снаружи. Затем я увидел в саду небольшой объект, похожий на металлическое яйцо. В нем виднелось светящееся отверстие, похожее на открытую дверь. Когда я подошел к двери, из нее вышел ребенок. Такой же, как я, только очень странно одетый. Казалось, он одет в комбинезон или фольгу типа алюминиевой фольги. У него светлые глаза, и он лысый. Я подумал, может, он болен. Поскольку для меня, тогда еще ребенка, видеть лысого ребенка было равносильно тому, что он чем-то болеет. Такова была моя идея. Ребяческая глупость в том так называемом сне. Тот ребенок с большими глазами и очень теплым пристальным взором сказал, что пришел со звезд и хочет быть моим другом. Он задавал мне вопросы и говорил со мной по-испански, выражаясь очень простыми терминами, подобными тем, которыми пользовался я как ребенок. Такое случалось несколько раз, и я думал, что это просто сон до тех пор, пока не произошло нечто весьма любопытное. Через несколько дней я снова очнулся, блуждая по гостиной дома. Я сказал себе, опять та же ситуация. Возможно, я снова сплю. Затем через панорамное окно гостиной, выходившее в сад, я заметил входившего в дом человека и очень испугался. Я чувствовал, что человек забрался в дом, чтобы что-то украсть. Ощущение было настолько сильным, что вновь я проснулся взволнованным в своей спальне. Когда я начал осознавать свое тело, я постучал в дверь комнаты родителей. Они спали в своей спальне. Я рассказал им о том, что видел. Родители ответили: «Сын, не волнуйся, это просто страшный сон». Но я так упорно стоял на своем, что попросил отца убедиться, что снаружи дома никого нет. Отец вышел из дома, там никого не было, но он заметил, что забыл закрыть одну из дверей. В общем, ему понадобилось какое-то время, чтобы убедиться, что все закрыто надлежащим образом. «Сынок, не волнуйся, это просто страшный сон», — сказал он. На следующий день за завтраком оба родителя сидели с бесстрастными лицами. Они сказали: «Кто-то пытался вломиться в дом. Мы обнаружили следы, отпечатки подошв кого-то, кто проходил через сад. К счастью, все, что они украли, находилось вне дома, во дворе. Поскольку отец убедился, что все закрыто, они не смогли попасть в дом. Вы могли бы поинтересоваться, что общего имеет тот опыт с моим инопланетным контактом. Если это был не сон, и все происходило на самом деле, я пребывал вне тела и наблюдал нечто, случившееся позже, что у нас собирались украсть,
Тогда как насчет сна об инопланетном ребенке? Он тоже был реальным. Я так никогда и не узнал ни кто он, ни откуда приходил, но это один из первых опытов, память о которых я трепетно храню с самого детства. Примерно в то же время, в конце 1970-х годов, я пережил свое первое наблюдение НЛО, и оно произошло не прямо возле моего дома, а на окраине города Лима, где мы жили. Эмери, обычно в Лиме преобладает облачное небо, всегда очень пасмурно. Думаю, вы бывали в Лиме. Тогда вы вспомните, что небо там всегда затянуто облаками. Верно? И это из-за течения Гумбольдта, которое проходит через Тихий океан и создает специфический погодный паттерн. Это погодный паттерн в столице Перу. В общем, чтобы население Лимы могло видеть чистые, безоблачные голубые небеса, людям приходится уезжать из столицы. В район гор мы добирались час или два. И именно в том регионе, будучи ребенком, я впервые наблюдал НЛО. Там я бродил по склонам гор, окружавших городок Чосика. Вдруг появлялись огни. Казалось, они двигались, передвигались в небесах как спутники, но строем. Внезапно они останавливались. Некоторые как бы отстегивались, двигались зигзагами, хаотично. Для меня, как ребенка, бегавшего в садах и холмах, поскольку все происходило вечерами, с чисто детской наивностью я называл их ходячими звездами. Но по мере развития контакта, уже в юности я знал, как отличить спутник от того, что могло оказаться падающей звездой. И очевидно, это не то, что я видел, будучи очень молодым. Вот так и начинался мой опыт контакта, с наивных детских снов, со странных огней в небе. Тогда я не представлял, что произойдет со мной намного позже. Мне захотелось рассказать вам эту историю потому, что, по-моему, контакт с этими существами на самом деле начинается с самого детства. Они следят за нами, они наблюдают за нами с самого раннего возраста. И мой случай всего лишь один из многих. Возвращаясь в 1988 год, в то время мне было 1314 лет. В Лиме, в один из школьных дней я играл во дворе за домом, во внутреннем дворе с садом, который, что само по себе весьма любопытно, и был сценой из моего сна с инопланетным ребенком. Помню, все происходило летом. Было очень жарко. Именно летом жители Лимы видят самые свободные от облаков небеса. Я играл во дворе с футбольным мячом, когда краешком глаза, посмотрев в одну сторону, увидел вдалеке в небе сильный свет, который двигался. Свет был таким же ярким, как солнце. Не издавал никакого звука. Я жил возле международного аэропорта Лимы, поэтому привык различать разные летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее. Но тот свет был другим, совсем другим. И вот еще кое-что загадочное, в моей груди возникло весьма специфическое ощущение. Я не говорил об этом много, но энергия в груди оказалась настолько сильной, что заставляла меня переживать нечто особое, красивое как радость. Как будто это чудесный новый контакт с чем-то, что я не мог рационально объяснить. Эмери, воистину я блаженствовал в эйфории. Когда я видел, как объект двигался в небе, он направлялся к морю, к океану. Но потом он исчез. Тем летом, в 1988 году в Перу, СМИ вещали об интенсивной волне многочисленных наблюдений НЛО. На протяжении всего года разные новостные каналы сообщали о появлении летающих дисков, как их называла пресса. Так я узнал, что не был единственным очевидцем феномена. Для меня с него и началась та особая стадия, когда я пытался найти ответы на то, что видел. Очень спонтанным, очень любительским способом я начал исследовать вопрос. Помню, что собирал новости об НЛО из газет, вырезал статьи и раскладывал по отдельным папкам. Я пытался отслеживать феномен, чтобы его понять. Тогда же мне вновь начали сниться те же сны, что я видел ребенком. Я задавался вопросом, не из-за тех ли публикаций «Сила внушения» вновь пробудила сны об НЛО. Эмери, должен вам кое в чем признаться, в том исследовании, в том поиске я был не очень дисциплинированным. Я оставался подростком и, очевидно, в то время думал о том, что хочу изучать, когда закончу школу. Тусовался со своими друзьями.
но из-за разговоров с ними о подобных вещах я слыл белой вороной. Помню, временами друзья больше не хотели приглашать меня играть в бейсбол или тусоваться в их домах, поскольку думали так: нет, Рикардо странный, его интересуют другие вещи. Он не захочет прийти на игру в футбол или играть в бейсбол. В общем, я пытался вписываться, быть нормальным ребенком, не рассказывать о своих снах, ощущениях или огнях, которые видел. Меня сильно притягивали искусство и культура. Когда я заканчивал школу, моей мечтой было стать художником или музыкантом, поэтому я забыл об НЛО. В то время отец давал мне советы типа: «Если ты намерен стать художником, скорее всего ты умрешь с голоду». Но в те времена все так и думали, не так ли? Отец предлагал, чтобы я получил еще одну дополнительную специальность, что могло бы мне помочь. Поэтому я начал изучать маркетинг и бизнес-администрирование. В общем, начал жить обычной жизнью, если вы можете назвать ее так. Но они, существа, вернулись, когда мне было 1819 лет. Мы уже обсуждали тот опыт раньше, на этой программе. Только сейчас я бы сказал, что буду объяснять, как пришел к тому опыту, приводя намного более личные и эмоциональные детали. Это случилось в 1993 году, когда я изучал специальность, которую только что упоминал. Именно тогда я получил первое явное телепатическое послание от существ. Я сделал перерыв в учебе, закрыл книги и тетради. Примерно в середине перерыва я услышал голос, говоривший на совершенном испанском языке с нейтральным акцентом, но с явным металлическим оттенком. Голос, говоривший: «Не прекращай поиски». Не знаю, было ли это порицание, поскольку я остановился и фокусировался на чем-то еще. «Не прекращай поиски», явно сказал мне голос. И добавил: «Мы инопланетные существа, и мы входим в контакт с тобой. Ты пройдешь через подготовку, чтобы встретиться с нами в другое время». Как я уже говорил вам по другому поводу, Эмери, я сказал: «Довольно. Мне нужно подтверждение». Тогда голос пригласил меня подняться на террасу на крыше, чтобы получить свидетельство. Я поднялся наверх в сопровождении всей своей семьи, и в тот же момент над домом появился яркий красный свет. Мы уже говорили об этом в связи с другим случаем. Для меня это послужило очень важным подтверждением. Итак, с 1993 года и по сей день я здесь и разговариваю с вами, я не бросаю данную тему. Исследование и переживание опыта инопланетного контакта стоило мне очень дорого. Это великая жертва, так как я решил погрузиться в тему, несмотря на неодобрение и осуждение окружающих. Когда я появился на телевидении Перу, рассказывая обо всем этом, я расстроил моих боссов в компании, в которой работал, и международная компания, в которой я трудился, уволила меня. И все же я решил всецело посвятить всего себя этому чудесному приключению. Не убеждать людей в реальности происходившего со мной, а всего лишь приглашать их думать о подобной вероятности. Но вот и я здесь с вами. Безусловно, то, что я обсуждаю, дополняет все, о чем мы говорили раньше, Эмери. Я ссылаюсь на те опыты и в некоторых своих книгах. Полагаю, эта история очень важна для понимания того, как позже у меня появились и другие контакты. Например, меня всегда интересовал тот одетый в алюминий инопланетный ребенок, появившийся передо мной в саду. Существовал ли он на самом деле или был голограммой, проекцией, созданной существами для установления дружеского контакта со мной? Поскольку по существу, если они сделали это таким образом, тогда они сотворили еще одного подобного мне ребенка, но инопланетянина. Возможно, детские опыты не намного отличались от недавних опытов, просто приспосабливались к моему возрасту и моему сознанию. А может, когда я стал больше всего готов встретиться с существами, они представлялись теми, кем являлись на самом деле. Помните послание, полученное мной, когда я занимался в своей спальне? Когда они сказали: «Ты пройдешь через подготовку, чтобы встретиться с нами». Именно так все и случилось. С 1993 по 1997 годы я проходил через очень интенсивную подготовку, предложенную существами, чтобы я смог встретиться с ними физически.
Просто представьте, в те времена я был так молод. Я присоединялся к группам контакта с инопланетянами, уфологическим группам, ко всем, о ком думал, пытаясь пережить и изучить феномен изнутри. Именно тогда я узнал о протоколах контакта, о которых мы говорили в другом эпизоде. Таким было предложение существ с целью установления лучшего общения. Тогда же я обнаружил, что контактировавшие со мной существа десятилетиями уже пребывали в контакте с другими людьми в Перу. Я оказался просто одним из многих в длинной цепи контактеров. Тогда я спросил, почему я? Почему это происходит со мной, если другие люди в мире уже имели такие опыты? На что мне ответили, что несколько людей не могут выполнить всю работу, что необходимо создать движение контактеров, опыты и информация которых могли бы дополнять друг друга и придавать большую силу посланию, поскольку прямо сейчас существа не могут публично проявлять себя всему человечеству, работа контактеров с инопланетянами стала бы частью подготовки к этому. Поэтому, думаю, опыты с апунянцами не сильно отличались от того, что я переживал в детстве. Они были просто адаптацией. Конечно, многие люди переживали опыты, подобные моим. Я больше, чем уверен, что они расценивали те опыты как сны ребенка или воображение. Могло ли быть так? Конечно. Воображение очень сильная штука, особенно в изобретательном уме ребенка. И мой совет людям, пережившим или переживающим подобные опыты, независимо от возраста, таков: ищите элементы подтверждения. Например, я учитывал опыт в саду с предполагаемым ребенком-инопланетянином. Кроме того, в других подобных снах, если я могу называть их снами, я видел то, что позже досконально исполнялось. И если я признал полученное послание, первое послание в возрасте 18 лет, то только потому, что существа объявили о событии на крыше дома, на террасе крыши дома, и вся моя семья стала очевидцами наблюдения. И вся моя жизнь, так было, предлагает подтверждение,